Доброго всем дня, а точнее утра, еще совсем раннее утро. Сегодня у нас 3 сентября 2023 года. Харьков, я продолжаю свой видеодневник. Сегодня у нас прекрасная солнечная погодка. Как вы можете видеть, чистое небо. И как вы думаете, куда мы идем? А мы идем на барахолку. С утра собрались, идем, видите, я в кофте. Кстати, вчера очень было жарко. Вчера среди дня было плюс 26, но мне кажется, может быть и больше на солнце. В общем, как-то знаете, как стало? Вот сегодня я, допустим, утром вышла, очень холодно, очень хочется одеть кофту, а днем становится жарко, то есть лето все еще продолжается. Я надеюсь, еще будут теплые денечки. Ага, сейчас знаешь, что вспомнила? Ромас, иди сюда. Вот кепка, да, у тебя белая. И вчера у меня там кто-то в комментариях написал, там было обсуждение, что мы можем сами, образованные родители, обучить своих детей как минимум до 6 класса, мы с тобой сами справимся. И под этим комментарием какой-то человек пишет: да чему же может научить этот человек детей в нацистской кепке? У тебя опять, что? Это же уже старая песня. У тебя что? Нет, мне просто вот интересно. Они видят, по всей видимости, эмблему твоей кепки как СС. Я так думаю. Немецкую. Ты поддерживаешь эсэсовцев? Таня, я уже устал. За эту кепку уже говорили, это идиотизм. Здесь вообще Нью-Йорк. Я понимаю, да, I love New York, но не в этом дело. Ты поддерживаешь нацизм нацистов и фашизм? Рассказать вам историю, я не знаю, не стоит. Это же YouTube, наверное, просто вырежут ее или как там, они забанят видео, это скорее всего. Не забанят, хорошо. Зато если я расскажу так историю это одну. Это правда жизни. Правда жизни. Рассказывай, будет трэш-контент. Я вам скажу так откровенно. В детстве, мой дед прошел всю, я же говорил уже неоднократно, войну до Праги дошел, от Кавказа до Праги. Он в штрафбате воевал, в штрафной роте. Не в этом дело. Потом в дивизии прорыва. Дело в другом, что я ни разу не слышал, по крайней мере, рассказов там о войне, о геройских там подвигах. Никогда не слышал. Хотя наград у него хватало, поверьте. Так вот, что я хочу сказать. Причем мой отец, то есть его сын, и мой дядя, тоже его сын, второй, младший брат моего отца, они вообще ничего не знали. Я еще, скажем так, где-то за год до смерти освободился дед, и я просто его уже достал. То есть, дедушка, расскажи, да расскажи. Раньше вот у меня был... Куда освободился? Какая разница, не в этом дело. Я просто хочу сказать, что за год до смерти его, он мне все-таки рассказал один случай из военной жизни его, да. И что я запомнил, вот его слова, он всегда, когда я доставал его, и в детстве, когда в школу, знаете, приводили ветеранов, они рассказывали свои истории, мой дедушка никогда на такие мероприятия не ходил, и всегда говорил: Ромазик, говорит, внучек, запомни, все, что мы делали для того, чтобы этого никогда больше не повторилось. Вот я запомнил эти слова. И насчет геройства я спрашивал, героические поступки, все. Он мне объяснил, что такое война. Я такой, не в этом дело. Я что хочу рассказать. Одну единственную историю из того, что вообще вот он рассказал. Больше я ничего не слышал от него. А мои, я же говорю, отец, дядька вообще только и этого не слышали. Значит, когда они только на Кавказе это было, и они пошли в разведку втроем. Украли они Эдельвейса одного, там, из дивизии Эдельвейс одного солдата, офицера, я не помню уже точно. Немцы украли, да. Они здоровые, говорит. Во-первых, дед рассказывал, как оно было, действительно достойные вояки. Одного из них, чтобы было понятно, да, здоровье человека, одного из них он удавил руками, голыми руками. Остальные двое, конечно, ему подрезали крылья, скажем так. В общем, не в этом дело. Уволокли они его в горы. Ты имеешь в виду, немец удавил его? Да, одного их товарища. Одного из товарища твоего деда? Да, они там ему подрезали. Такие сильные были? Да, он говорит, здоровые лоси были, конечно. Это элитные дивизии были.
Эдельвейс — это известная дивизия, горные стрелки там или что-то. Я точно не помню. Я, честно говоря, не занимался рейхом, ну, скажем так, в общих чертах. Но не в этом дело. Факт в другом. То, что за ними была погоня, то есть поднялся кипиш, и их загнали на какую-то там высоту, в скалы какие-то, в горы. Так что они спуститься не могли. Ситуация получилась так. Внизу немцы, вверху они вдвоем с кентом и с пленным. Это холод, чтобы было понятно, в горах. 25 градусов. Минус. Ну, минус, да, 25 градусов. Концовка. Для того, чтобы выжить, это продолжалось 2 недели. Немцы через 2 недели снялись, ушли. Не знаю, по каким причинам, дед сам не знал, по каким причинам немцы ушли. Они уже были уверены, что им труба. 2 недели просидеть в горах при таком морозе. Концовка. Выжили они благодаря немцу. Немец, можно сказать, их своим присутствием спас. Ну, это не смешно на самом деле. Он замерз, когда он, ну, погиб. Они Немец его убили? погиб. Нет, они не Он умер сам? да, он умер. Они ему подрезали сухожилия на руках. Ну, я имею в виду, чтобы не трепыхался, я так понимаю. Ну, я говорю правду вам. Обрезали они ему плечевые, ну, плечи пообрезали, как солониной настругали. Что солониной? Струганиной? Ну, струганиной, точнее. Ну, не в этом дело. Как струганину настругали, так. И благодаря этому, в общем-то, выжили. Короче, ну, 2 они его недели. съели. Ну, да. Ну, часть его. Не полностью, конечно. А пришло Ну, подкрепление или они потом просто Нет, сами немцы ушли. Немцы ушли, а никакого они- подкрепления не было. Немцы ушли, и благодаря этому они спаслись, в общем-то. Ну, это история жизни. Короче, Я говорю то, что вот немец Эдельвейс спас твоего Да, деда ну, вот так можно сказать, да. своим мясом. А вы на Ну. него начинаете рассказывать, что у него СС на кепке. Дело в том, что, понимаете, после того, что люди такое пережили в своей жизни, Мгм. И в каждой поверьте, семье остались есть какая-то людьми. подобная И история. остались людьми, поверьте мне. И это он мне рассказал, мне тогда было, когда он умер, это, ну, за полгода перед смертью. Это мне было тогда 15 лет, да, по-моему. 15 лет, да. 16 отца убили. Да, 15 лет мне было. И никто же из истинных, вот действительно ветеранов, воевавших, не бряцал никогда своими Никогда в жизни, да, наградами. этого не было. Нет, я тебе скажу, на 9 мая дед всегда одевал, кстати, Одевал? награды одевал, но в доме. Вот не знаю Но почему. на парад в наградах не ходил. Входил на встречу ветеранов, бывало, одевал, ну, когда они там встречались со знакомыми, не знаю, ну, вот на 9 мая он всегда одевал их, это я помню точно. Но вот чтобы он там каждый день ходил, там что-то там хвастался, такого никогда не было. На 9 мая, да, всегда одевал. Ну, в основном по дому. Ну, не знаю, вот у него свое это было. Ретро-мотоцикл. Прям кто-то на барахолку на таком приехал. Ой, ой-ой-ой. Я на книгу наступила. Тарас Шевченко, Гайдамаки. Первого тома нет. Здравствуйте. Здрасте. Ну, тут Красивая, очень гравюра. тут красивая обложка, шикарная. У меня 3 тома. Ну, Вот какого у меня не хватает. У меня одного тома нет. Я не помню какого. Ну, и у тебя состояние. Во-первых, он обрезанный у тебя. это, а вот этим... А во-вторых, Я не стал заморачиваться, да, у них шикарная... обложки, да, хромолитография там да. такая. Ну, Я делал копию, я понял. Ну, короче, вот я это, понял. не отрезан. Ну, я Томас, дешево смотри, отдаю. такая целая вазочка, как у нас битая в контейнере. Смотрю, какого у меня тома не хватает. У меня первого нет. У меня первый есть точно. Ага. Первый есть Ну, точно. Это Так, во-первых, какой молочник красивый. И у меня с обложками родными, понял? С родными обложками. И конфетничка. Все всегда у меня спрашивают, у меня в контейнере точно такая, она разбитая. И вот у человека целая. Представляете, какая красота. Очень редко попадается такой цвет стекла. Он вообще, знаете, как Первый, четвертый, изумрудно. по-моему, третьего. В общем, такой цвет зеленки. Изумруд. Я понял, а там дальше что будет? Красота. Я так люблю старое стекло, вы даже себе не можете представить. Это супничка. Я просто не видел же, что тут вообще всё. Какая рюмка. Рюмка. Очень красивая. Это для обучения. Да, я знаю.
такие санки, подсвечничек. Гарин, это путешествие. Что? Корея и Китай. Вот это магазин. У меня и нет новых слышал. Ну это ты видел. А нет, может не видел. Не помню я такого. Белинский. Я знаю, да. У меня несколько, ну это, не знаю, что-то у тебя вот это в двух. В двух есть, только они толще намного томов, двухтомник. У меня есть двухтомник, Все, тут и все есть целое. четырехтомник. Вот по размеру, по объему, да, я вижу, что в двух томах написано. Но вот у меня двухтомник толще, не знаю, ну по объему. Может от шрифта. Может от шрифта, не знаю. А это ты мне показывал? Да. Да. Вчера. Ну, это Данилевский, кто-то что-то. Да, вот домачина у меня нет. Что ты за нее просишь? ну я за нее хочу. Что? Девочки, человек пришел на рабочее место, сейчас будет выкладывать. А, сейчас. Это не нам, мы не девочки, Олег, что? И вам надо прийти. Да понятно, ну пока я посмотрю, я сейчас, ты Вы знаешь. же девочки. Да, я же говорю, мы не девочки, да. А я девочка. Олег, я говорю, что ты хочешь за ней? Я штуку хочу. А вот это сколько? Девочки, 70 гривен. На, Что, пойдем? да, пойдем. Так, кто у меня спрашивал на прошлых выходных лампу с зеленым плафоном? Это действительно старая лампа и действительно еще с тем старым зеленым плафоном классическим, которые стояли в кабинетах. Помните, да, в фильмах могли такое видеть. Очень часто люди хотят себе такую лампу заиметь у себя дома в кабинете. Так что, если кому-то надо, пишите. Вон Лена уже. Где? Вон возле Леши. Не, в упор не вижу. Возле Леши тележка. А, увидел, все увидел. Так, друзья, сейчас, кстати, приходили, видела подписчиков, всегда такие жизнерадостные, лучезарные люди. Вот я всегда удивляюсь, какие подписчики, насколько добрые, всегда приходят, поздороваются, спросят, как у вас дела. Некоторых вижу первый раз в жизни, но они-то меня видят все время, приходят уже как свои хорошо знакомые. Так, я бы хотела кое-что сказать. Большое спасибо всем, кто вчера сказал, что они очень хотели и очень просили, чтобы молились, чтобы книгу вернули. Да, действительно, вот правда, многие написали, то, что, наверное, действительно вот эта вот всеобщая молитва и желание помогло вернуть книгу. И еще очень интересный комментарий написала Ольга. А ведь то, что книга нашлась, говорит о том, что в Харькове очень много добропорядочных и благородных людей, независимо от возраста, вероисповедания, социального положения и национальности. Имею много примеров. А ведь карма города складывается из кармы горожан, всемира и добра. И, ну, это, конечно, чудо, но чудеса случаются. И так как книга действительно нашлась каким-то чудодейственным образом. Брошюра. Брошюра. Ну, там, да. Но все равно у тебя было испорченное настроение. Конечно. Когда она нашлась, вчера он Это был так отдельный счастлив. оттиск. Таня, это отдельный оттиск. Они выходили минимальными тиражами. Там 100 Он говорит, это отдельный оттиск, который выходил минимальным тиражом 100-200 штук. Ну, разные были. Ну, до 1000. До 1000. Друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Не забывайте поставить под видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан, мне будет приятно.